решили в своей семье? Роды у вас будут партнерские? На сегодняшний день мы решили, что будут, да, партнерские. А для себя как вы видите роль вашу в партнерских родах? Вот что вы там будете делать? Абсолютно не представляю. То есть нам еще предстоит визит к нашему акушеру-гинекологу, который будет все вот это рассказывать и говорить, что нужно знать, чего знать не нужно, что нужно делать и чего делать не нужно точно. На самом деле я очень переживаю по поводу этих партнерских родов. Ну, и еще я не очень переживаю, но буду. Потому что я представляю себе, что она будет рожать, ей будет больно. Там будут какие-то дяди и тети, которые будут ей что-то кричать и говорить, попутно делая ей больно, и я боюсь, что я просто кому-то там по голове. Поэтому мне нужно будет как-то привязаться к кровати. Я не знаю, как это сейчас прозвучало, но вот прям я... Нет, вы сказали то, что вы чувствуете. Действительно, такие ситуации случаются иногда в родильных отделениях. Значит, смотрите, если вы решили, что ваши роды будут партнерские, очень важно, чтобы вы представляли свою роль в этих партнерских родах. Одно дело прийти, постоять, посмотреть, а как это будет, да, или понимать, чего от вас ждут, какая роль вам отведена в этом процессе. Почему вообще возникла идея партнерских родов? На самом деле она не возникла, это то, что все новое, хорошо забытое старое. На самом деле давным-давно наши предки рожали всегда вместе. Муж всегда находился рядом, когда рожает его жена. Он первый брал на руки своего ребенка. По старым славянским традициям папе отводилась роль перевязать пуповину. Это достаточно такой вот энергетически важный процесс. И если вы собираетесь на эти партнерские роды, вы должны понимать для себя, что ребенок — это ваш совместный проект, вы его сделали вместе, вы его встретить в этот мир должны вместе. Это очень такой важный эмоциональный момент, который вы должны пережить для своей пары. Действительно важно, чтобы в этот период вы были своей женой вместе, оказали ей психологическую поддержку. Когда женщина приходит на роды, как бы она ни знала своего доктора до начала родов, сколько бы раз вы вместе не ходили там на визиты, знакомились, проговаривали, как это все будет, когда она придет уже в схватках в родильную комнату, она будет бояться все равно, куда я попала, как обеспечить свою безопасность. И если вы будете рядом с ней, она спокойно делегирует вам эту обязанность обеспечить ее безопасность. Уже ваша задача смотреть за тем, кто зашел в комнату, сколько этих человек, что они делают. Она сможет полностью сосредоточиться на процессе родов, ее ничто не будет отвлекать. Будут такие моменты в процессе родов, когда роды — это не быстрый процесс, когда вы будете вдвоем, что-то вашей жене понадобится, там какой-то водички принести, где-то спинку потереть, что-то еще сделать. Вы тут как тут на помощь. Позвать кого-то из медицинского персонала, если в этот момент никого рядом не оказалось. То есть это в процессе, когда идут схватки, то есть такой подготовительный момент родов. Когда же дело уже перейдет к важному моменту, когда вашу жену возьмут на родильное кресло и начнется период изгнания. Чего? Так называется Серьезно? период родов, да. Когда начнется этот самый важный момент, как правило, папы теряются, что им делать. Как правило, если папы думают, что их вот поместят в самое то, откуда ребенок появляется, и они не смогут выдержать, между ног женщины, откуда ребенок появляется, то пап обычно туда не пускают. Если такие вот рьяные не появляются, папа стоит в голове у своей жены, целует ее, помогает ей дышать, там, руководит ее схватками, как ей тужиться в этот период. То как есть, папе не упасть в обморок в этот момент? Вот это хорошо бы потренироваться как-то, подготовиться. И если вы будете понимать, как идет процесс родов, на какие периоды он делится, когда чего бояться, то есть почитать соответствующую литературу или сходить на курсы, есть специальные курсы для партнерских родов, вы будете знать, что это за действие, куда вы попали. А если вы будете
будете, ну, не понимать, что происходит, и когда вот вашу жену, которая начинает кричать там посильнее, ее куда-то переводят, вы не понимаете, что происходит. И вот от момента паники, которой мужчины тоже, к сожалению, подвержены достаточно сильно, многие мужчины теряют самообладание, кто-то падает в обморок, кто-то начинает проявлять агрессию. А как насчет того, что говорят, что после, ну, есть риск, что после партнерских родов мужчина как-то по-другому начинает относиться к женщине, ну, то есть в худшую сторону, то есть не воспринимать ее как сексуального партнера. Это касается, видимо, тех мужчин, которые, опять-таки, не до конца понимают, зачем они пришли на партнерские роды. Вот услышал, да, сосед, кум, брат и сват ходили, и я тоже пойду. И то шоковое состояние, которое они могут испытать в процессе родов, может как-то повлиять негативно на отношение к жене в будущем. Такое встречается в тех случаях, когда по каким-то причинам папа изъявил желание все-таки стоять и наблюдать весь процесс родов. С другой стороны. Да, так сказать, по ту сторону экрана. И, ну, конечно, для неподготовленного зрителя это достаточно шокирующие кадры. И то место, которое папа привык видеть красивым и вожделенным, оно очень меняется в процессе родов, очень сильно. И некоторые мужчины как бы вот фиксируются на этом моменте, и у них наступают какие-то изменения. Есть еще, ну, ряд каких-то физиологических происшествий, скажем так, во время родов. Ну, то есть, когда с женщиной происходят неконтролируемые процессы, скажем так. Есть такое. Вот. Это никак не отворачивает мужчин. Как правило, пара, которая проживает вместе, которая сделала ребенка, но они подозревают, что люди периодически как-то ходят в туалет, и куда-то они должны продукты жизнедеятельности своей девать. И если в процессе родов так случается, а так, к сожалению, случается нередко, ну, к этому надо относиться как к нормальной, естественной физиологической реакции. На моей памяти не было такого, что мужчина, о боже, она там обкакалась и убежал, да. Не было, значит, не было. Это частные случаи, и если папа фиксируется на этом моменте, ну, скорее всего, с папой не все благополучно было до. Вы сказали про литературу, может быть, вы можете какую-то посоветовать? На самом деле на просторах интернета достаточное количество сейчас статей, изданий. Просто вот забивайте в Google партнерские роды, роль папы, вас просто посвятят в массу подробностей интересных. Буквально там несколько позиций верхних Гугла, и вы все будете знать. Понятно. Естественно, если захотите углубиться в тему, вот там уже хорошо бы поработать с психологом, вот эти вот группы по партнерским родам. Это всегда в помощь, это всегда сближает пару.